Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу показать вам мастер-класс на вот такой вот рюкзачок замечательный. Это кошечка. Она обхватывает своей лапкой хвостик. Вот с такими вот лапками. Значит, на обратной стороне у нас ничего не видно. То есть все оформление мордочки на обратной стороне ничего не видно. Очень приятный к прикосновению рюкзачок. Очень вместительный. Подходит на любой возраст практически. Вот, так как лямочки регулируются у нас. Давайте померяем размер. Размер самого рюкзачка, высота 25 сантиметров, а ширина у нас 25-26 тоже сантиметров. То есть вот такой вот донышко у нас очень вместительная, то есть 10 на 20. Ну, такой вот рюкзачок не маленький. Если вам понравился такой рюкзачок, то, пожалуйста, приглашаю на свой мастер-класс. Будем использовать плюшевую пряжу. Значит, пошло у меня на этот рюкзачок 2,5 моточка. Вру, не 2,5. Полтора моточка розового и неполный кофейный цвет. Неполный моточек вот такого кофейного цвета. А вот, ну, немножко белого. Ну и в принципе, то есть получается в общей сложности полтора моточка основного цвета, немного белого. И практически целый моток, там такой моточек остался, я не знаю, на что он пойдет, на маленькие какие-то игрушечки. А вот небольшой моточек остался вот такого вот кофейного цвета. Серо-коричневый какой-то он такой вот. Сложно мне определить эти цвета, конечно. А вот, ну, в общем, вот так вот располагайте таким количеством пряжи. Вяжется крючком номер 4. В принципе, ничего сложного нету. Я все объясняю в мастер-классе. Поэтому, если вам понравился такой рюкзачок, то, пожалуйста, приглашаю к просмотру. Итак, какие же нам материалы понадобятся для вязания рюкзачка кошечки? Итак, я приготовила для себя 3 пряжи на 100 грамм 120 метров. У меня это белая плюшевая. Также, ну, белая, у меня нету этикетки, поэтому, ну, белая есть белая. Дальше основной цвет у меня будет Гималай Dolphin Baby. Этикеточка у меня есть. И это номер 80309. 309 номер. Вот. И это у нас будет ярко-розовый такой вот цвет. И у меня другой фирмы Baby Smile, но здесь тоже ниточка на 100 грамм 120 метров и такой кофейный цвет. То есть он не коричневый, а кофе с молоком. Очень красивый цвет. Ну, в принципе, дополнительные цвета вы можете выбрать другие и другого цвета и подобрать себе тот цвет, который вам необходим. Также для глаз нам понадобится джинс. Это у меня такой вот синий и черный. 2 крючка, это 4 и 2,5. Дальше ножницы, иголочка для вышивания бликов на глазках. Ну, маркер. Также нам понадобится металлический замочек. Я покупаю замочек 3,5 сантиметра. Дальше полукольца или кольца тоже 3,5 сантиметра. 2 штучки нам понадобится. Замочек 1. Полукольца нам понадобится 2. Полуколечка у меня таких. Можно кольца, если у вас есть. Дальше нам понадобятся такие регулирующие. Не знаю, как эти металлические штучки называются, но это то, что регулирует лямочки на рюкзаках. Дальше я буду использовать в этот раз такой зажимчик для шнурочка. Шнурочек у меня будет
Кстати, сейчас я вам скажу, у меня будет просто воздушная цепочка и будет у меня вот такой вот зажимчик. Использовать я буду, сейчас я вам покажу ниточку Ярнард. В общем, сейчас покажу ниточку. И такие на концах веревочки у меня будут такие 2 квадратные бусинки. В принципе, их можно ставить, можно не ставить, если у вас есть. У меня есть, я поставлю. И давайте я вам покажу, какой буду вязать шнурочек, какой пряжей. Для вязания шнурочка я буду использовать Yarnard Baby Cotton. Я ее как-то покупала для игрушек, но она мне не подходит для вязания игрушек. Она слишком тоненькая и делает большие дырки. Ну, для таких вот небольших дополнительных аксессуаров, для вязания одежды для игрушек, либо вот в данный момент для веревочки я буду ее использовать. Цвет, естественно, я вам не скажу, потому что, естественно, этикетки нету, но это Yarnard Baby Cotton. Вы можете взять любую полухлопковую, либо хлопковую ниточку. Все, давайте начнем, давайте приступим к вязанию. Итак, начинаем вязать с лапок. Лапки у нас будет 4 одинаковые лапки. Единственное, что я на ножках ниточку обрезала и не оставляем для пришивания. Прошу прощения. А на лапке я оставила ниточку для пришивания. И свяжем с вами уже вторую верхнюю лапку. Но все 4 ножки, все 4 лапки у нас одинаковые. И давайте свяжем с вами 4-ю и с ниточкой на конце. Итак, начинаем с белой пряжи. Вязать полностью рюкзачок я буду крючком номер 4. Набираю 2 воздушные петли. И со второй петли от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот получилось у нас колечко. Второй ряд 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер. Провязываю хвостик, тоже вяжу вместе. Маркер ставлю в первый столбик и провязываю еще 5 прибавок. Вторая прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И 6-я прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков. Вот такой круг. Третий ряд снимаю маркер и провязываю 1 столбик без накида, ставлю в первую петлю маркер и провязываю в следующую прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида, дальше прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего должно быть 6 повторений в третьем ряду. В конце третьего ряда должно получиться 18 столбиков. Четвертый ряд провязываем 2 столбика без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце должно получиться 24 столбика. Давайте так провяжем третий и четвертый ряд. Итак, четвертый ряд мы с вами провязали, не довязываем последний столбик и будем менять ниточку. Я уже обрезала белую. И пятый ряд будем уже провязывать, начинать розовой пряжей. Итак, я немного приблизила. Начинаем менять. Заканчиваем четвертый ряд, последний столбик уже розовой пряжей. Снимаю маркер. Подтягиваю петельку и уже с 5 по 12 ряд без прибавок и убавок провязываем 24 столбика без накида. Провязав некоторое количество петелек, я разворачиваю и просто завязываю на узелочек хвостики. Вот таким образом. Все, и оставляем их для наполнителя.
Итак, продолжаем вязать с 5 по 12 ряд 24 столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я 12 рядов, набила средней плотности холофайбер, вот так вот средней плотности. И теперь складываем 2 стороны детальки и будем вместе связывать 2 стороны. Значит, у нас должно получиться 12 столбиков без накида. 1, 2, поправляем холофайбер, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот за кусочек захватываем вот 12. Вот такая вот ручка у нас получается. Значит, хвостик подлиннее, потому что это у нас будет верхняя лапка. Поэтому мы оставляем хвостик, вернее ниточку для пришивания. Заправляем и все. Теперь 4 лапки у нас готовы. 2 ножки и 2 верхние лапки. Все, давайте теперь приступим к хвостику. Итак, начинаем вязать хвостик. Хвост начинаем с белой пряжи, набираем 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Подтягиваем петельки и набираем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше второй ряд провязываем 6 прибавок в каждую петлю, 2 столбика без накида. Хвостик тоже вяжем вместе. Ставим маркер в первый столбик и провязываем 6 прибавок. Вторая прибавка, третья прибавка. Подтягиваем хвостик. Хвостик подтягиваем вот так. И дальше провязываем 4-я прибавка, 5-я прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. И третий ряд провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков без накида. Давайте провяжем. Четвертый ряд провязываем точно так же 12 столбиков без накида. То есть получается третий и четвертый ряд мы провязываем 2 ряда 12 столбиков без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязали 5-й ряд. Снимаю маркер и провязываем 5-й ряд таким образом. 1 столбик без накида, в первую петлю ставлю маркер. И прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. 1 столбик без накида, в следующую прибавка. В конце ряда у нас получается 18 столбиков без накида. И дальше 6, 7 и 8 ряд, 3 ряда мы провязываем 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязав 8 ряд, до конца я последнюю петлю не довязываю и меняю ниточку. Меняю ниточку на кофейный цвет. Хвостик у нас будет состоять из белого и кофейного цвета. И дальше с 9 по 50 ряд мы с вами провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Дальше я хвостики завязываю и оставляю внутри. Хвостик набиваем очень слабо, то есть это не средней плотности, а еще очень слабенько набиваем хвостик только для того, чтобы придать форму ему. И дальше с 9 по 50 ряд провязываем 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я вот такой вот длинненький хвостик, вот так он получается. Значит, набила средней плотности только вот эту белую часть, кончик.
хвостика. Здесь очень-очень слабо здесь вот вообще не набивала. Вот эту часть я вообще не набивала. То есть очень-очень слабо набито. Теперь слаживаю деталь пополам и провязываем, соединяем две стороны вместе столбиками без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Должен у нас получиться 9 столбиков без накида. Хвостик я обрезаю и закрепляю. Все, вот такой вот хвостик у нас получается. Теперь давайте приступим к рюкзачку. Итак, начинаем вязать рюкзачок. Основу я уже связала, потому что не хочу удлинять видео, поэтому я вам просто продиктую схему. 16 воздушных петель набираем, из третьей петли от крючка провязываем 3 столбика с накидом в одну петлю. Еще хочу сказать, что вначале хочу сказать, что полностью рюкзачок мы будем вязать столбиками с накидом. Дальше 2 воздушные петли подъема, они не считаются за столбик, потому что мы будем делать соединительный столбик в первый столбик предыдущего ряда. Поэтому в эту же петлю мы провязываем прибавку. Поэтому продолжаю дальше. С третьей петли 3 столбика с накидом в одну петлю. Дальше 12 столбиков вот по ряду провязываем. Дальше на углу 6 столбиков с накидом в одну петлю, затем по второй стороне 12 столбиков с накидом, в конце 3 столбика с накидом в одну петлю и соединительный столбик. Соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. В первом ряду у нас получается 36 столбиков. Второй ряд 2 воздушные петли, и в эту же петлю я провязываю прибавку. Дальше еще провязываю 2 прибавки подряд, то есть всего в начале получается у нас 3 прибавки. Дальше 12 столбиков с накидом по ряду. Дальше на углу 6 прибавок столбиками с накидом. Дальше поворачиваю на второй стороне 12 столбиков с накидом и в конце 3 прибавки. В каждую петлю 2 столбика с накидом. Соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда, и во втором ряду у нас получается 48 столбиков. Третий ряд 2 воздушные петли, в эту же петлю провязываю прибавку. Дальше продолжаю вязать 1 столбик с накидом. По схеме одна прибавка и 1 столбик с накидом, так повторяем в начале 3 раза. Затем 12 столбиков с накидом по ряду, затем опять по схеме 1 прибавка и 1 столбик с накидом. Так повторяем 6 раз. По второй стороне 12 столбиков с накидом и в конце по схеме прибавка плюс столбик с накидом. В конце соединительный столбик и получается 60 петель. Четвертый ряд опять 2 воздушные петли, по схеме прибавка плюс 2 столбика с накидом, так повторяем 3 раза, затем 12 столбиков по ряду, затем 6 раз повторяем прибавка плюс 2 столбика с накидом, так повторяем 6 раз. По второй стороне провязываем 12 столбиков с накидом и в конце по схеме прибавка плюс 2 столбика с накидом. Так повторяем 3 раза, в конце соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. И получается у нас в четвертом ряду 72 петли. Дальше. Теперь мы будем с вами ввязывать, вернее, ножки. Вот ножки, полукольца и наш хвостик. Вот эти в пятом ряду мы будем ввязывать вот эти части, вот эти детали. Теперь подтягиваю я. И так как я сделала соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда, пятый ряд мы вяжем столбиками без накида. Так как мы будем вязывать все детальки, поэтому мы пятый ряд, это единственный ряд, который мы вяжем столбик без накида. Я поднимаюсь на одну петлю, на одну воздушную петлю, и в эту же петлю я провязываю столбик без накида.
Дальше провязываю второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый столбик без накида и пятый столбик без накида. Провязав от начала 5 столбиков без накида, будем вязывать с вами колечко. Прикладываю колечко наверх, кладу его. Ввожу сначала крючок в колечко, в полуколечко. У меня в данном случае полуколечко. И на полукольцо у нас уходит 6 столбиков. То есть 6 столбиков без накида мы должны провязать вместе с кольцом. Итак, ввожу на детали на самом донышке и провязываю 1 столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик без накида, ввязываем, четвертый столбик без накида, дальше пятый столбик без накида и шестой столбик без накида. Вот провязали мы, ввязали колечко с вами. Теперь по ряду я провязываю дальше, по самому донышку я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше ввязываем хвостик. Кладу хвостик наверх. И на хвостик у нас уходит 9 петелек. Поэтому ввожу в первую петлю на хвостике крючок. Ввожу на детали, вот на донышке, вот, и 2 детали вместе ввязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот, вязали мы с вами хвостик вот так. Теперь убираем этот хвостик. Можем вязывать, можем не вязывать. Ну, давайте вяжем. Провязываем по самой детали, по донышку 1, 2 и 3 столбика. Вот 3 столбика без накида по самой детали. Теперь берем полуколечко, вот полуколечко, и опять второе кольцо мы с вами ввязываем. Ввожу в кольцо крючок и на самой детали. Хвостик вяжем, провязываем тоже. 1, 2, 3, подтягиваем колечко, 4, дальше 5 и 6. 6 столбиков без накида уходит на второе колечко. Вот так мы провязали второе колечко. Теперь, пока у нас хвостик позволяет, мы его будем провязывать. И провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Хвостик уже убираем. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Переходим на вторую сторону. Сейчас, секундочку, я отмотаю себе пряжу. Итак, переходим на вторую сторону. Теперь будем вязывать с вами ножки. На ножки у нас уходит 12 столбиков. Так как у нас здесь 12 столбиков. Прикладываю я сверху. Ввожу крючок в первую петлю и на донышке. И вот опять вяжу 2 детали вместе. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последняя петелька 12. Дальше вяжу вместе с хвостиком, продолжаю вязать. Значит, 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Беру вторую ножку. Давайте ее так развернем, чтобы хвостик сразу увязывать в деталь. И будем продолжать вязать. Вставляю крючок в первую петелечку. И смотрю, чтобы я здесь ничего не пропустила. И провязываю вместе с ножкой 12 столбиков без накида. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Последний столбик на ножке и на донышке. Все. Хвостики подтягиваю. Вот так вот мы ввязали ножки. Теперь хвостик убираю, и остается до конца ряда у нас 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда и делаю соединительный столбик. Все, таким образом мы ввязали все нижние детали, которые нам необходимо. Вот, хвостики можно обрезать. Все, теперь вяжем стеночки самого рюкзака. Итак, начинаем вязать 6-й ряд. Поднимаюсь на 2 воздушные петли. И в эту же петлю я провязываю прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Следующую петлю провязываю прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше по этой стороне провязываю 22 столбика с накидом. Итак, провязав 22 столбика с накидом, дальше провязываю прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше 5 столбиков с накидом по донышку. 1, 2, 3, 4,
и 5. Дальше провязываю 2 прибавки подряд. Первая прибавка, сразу вторая прибавка, дальше 5 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше прибавка, 2 столбика с накидом в одну петлю. И дальше провязываю 22 столбика с накидом по второй стороне. Итак, провязав по второй стороне 22 столбика с накидом, теперь дальше провязываю прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце прибавка. 2 столбика с накидом в одну петлю. Теперь делаю вот 2 воздушные петли. 1 и 2. Я делаю соединительный столбик вот в первую петлю предыдущего ряда. Делаю соединительный столбик. И закончили мы с вами ряд. В 6-м ряду у нас получается 80 столбиков по кругу. И дальше с 7 по 21 ряд мы провязываем 80 столбиков с накидом. То есть вяжем с вами стеночки рюкзака. Без прибавок, без убавок. Вяжем с 7 по 21 ряд. 2 воздушные петли. В эту же петлю я провязываю столбик с накидом. Все, и дальше вяжу по кругу без прибавок и убавок 80 столбиков с накидом. Давайте с вами провяжем с 8 по 21 ряд. Давайте провяжем стеночки. Итак, провязала я 16 рядов с 7 по 21 ряд стенки рюкзачка. Вот такой получается у нас рюкзак. Значит, что нам теперь нужно сделать? Значит, 22 ряд. В 22 ряду мы будем вязывать с вами лямочки. Лямки я уже, в принципе, связала, потому что они вяжутся поворотными рядами. Нечего здесь показывать даже. Набираю 4 воздушные петли и поворотными рядами вяжу столбики без накида со 2 по 200 ряд. 200 рядов у меня здесь связано. И затем я делаю обвязку по всей детали. По всей детали. Единственное, что по уголочкам я делаю 3 столбика без накида в одну петлю. Сюда, сюда и вот здесь. То есть по 3 столбика. Все остальное у меня просто обычная обвязка столбиками без накида. Вот, значит, приблизительно получается 1,30 м. И если так мерять по метражу, а вообще 200 рядов я провязываю столбиками без накида. Все, в принципе, он очень легко вяжется. Теперь я складываю его пополам и нахожу серединку. Найдя серединку, я вот так вот ложу к себе, разворачиваю, значит, 2 половинки и накладываю на себя, делая ручку для ребенка. Если вы делаете на конкретного ребенка, вы можете, скажем так, померять ручку. Если нет, просто, значит, просто на маленького ребенка я делаю вот такую вот ручку и фиксирую вот по бокам, просто фиксирую в произвольные петельки. Я просто вставляю, чтобы не потерялась вот эта серединка. И точно так же здесь.
по бокам вот так вот вставляю, чтобы серединка наша не убежала. Все, и теперь, значит, ремешок наш готов. Теперь давайте найдем серединку задней части на рюкзачке. Итак, теперь определяем серединку там, где мы будем ввязывать с вами лямочку. Значит, я складываю вот наши воздушные петли на донышке. Я складываю пополам и выравниваю полностью рюкзачок. И ставлю 2 маркера по бокам. Теперь разворачиваю на заднюю сторону. Вот у нас пополам все. Теперь складываю вот эти 2 маркера. Вот эти 2 маркера складываю и определяю вот серединку нашего задней части рюкзака. Все. И теперь, в принципе, вот эти нам не нужны уже. Нам нужен только вот этот маркер. Маркер у нас вот посерединке. Отсчитываем от маркера по 5 столбиков в одну и во вторую сторону. И вяжем 22 ряд до маркера, не довязывая 5 столбиков. Давайте провяжем. Итак, провязала я 20 столбиков с накидом 22 ряда. И не довязав до маркера 5 петель, вот я 1, 2, маркер, петелька там, где маркер, мы ее не считаем. Считаем уже от петельки. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь прикладываю ручку вот таким образом. И теперь будем ввязывать ручку вместе. Делаю накид, ввожу крючок в ручку, в деталь. Вот. И ввожу на стеночке. И ввязываю вместе 2 детали. Вот раз. Дальше делаю накид, ввожу в столбик. Теперь ввожу петельку на стеночке и провязываю 2 детали вместе. И опять. Дальше провязываю. То есть на ручку у нас уходит 4 петли. Вот. Провязала я 4 петли на ручке. То есть захватываем произвольно за столбики, за петельки, за столбики, чтобы захватить и зацепиться за ручку. Теперь здесь остается 1 столбик. Я провязываю 1 столбик с накидом. Вот так. Теперь я снимаю маркер и провязываю петельку там, где маркер был. Провязала и ставлю маркер на место. И провязываю в следующую сторону 1 столбик с накидом. И дальше ввязываю ручку. Вторую лямочку делаю накид, ввожу вот на ручке и петелька на стеночке и провязываю вместе столбик с накидом. Дальше делаю накид, опять за столбик провязываю. Дальше опять накид за второй столбик. И делаю накид за обвязку. И получается у нас тоже 4 столбика на одну ручку. И дальше до конца ряда я провязываю столбики с накидом. До конца ряда. Вот. Без прибавок и убавок 22 ряд. То есть в 22 ряду мы провязали с вами лямочки. Все, давайте довяжем так до конца ряда. Итак, довязала я уже ряд, закрепила
ниточку, уже обрезала. И теперь будем с вами вязать клапан. Вот так вот получается вязаная лямочка. И ее не нужно будет пришивать. Очень удобно. Если вы не хотите этого делать, вы можете провязать 22 ряд без лямочки и его просто пришить лямочку. Но мне кажется, так будет лучше. Теперь отсчитываем от нашего основного маркера по 15 столбиков в разные стороны. Петелька на маркере не считается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И ставлю маркер в 15 петлю. Теперь отсчитываю в другую сторону. Петелька на маркере не считается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И ставлю второй маркер. Итак, у нас от маркера до маркера получается 31 петля, по 15 в каждую сторону, и петелька на среднем маркере, значит, получается 31 петелечка. И давайте начнем вязать клапан. Итак, приготовила я уже ниточку, снимаю маркер, ввожу крючок в эту петельку и вывожу и набираю 2 воздушные петли. Так как у нас 2 воздушные петли не считаются за столбик, поэтому я в эту же петлю провязываю столбик с одним накидом. И дальше до конца, до следующего маркера, средний маркер я уже убрала, до следующего маркера провязываем 31 столбик с накидом. Хвостик вяжем вместе. И давайте так провяжем столбиками с накидом 31 петля. Итак, провязала я 31 столбик с накидом до конца ряда. Теперь я набираю 2 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание. Так, сейчас я его разверну. И теперь в начале провязываю прибавку. Делаю накид. В эту же петлю я провязываю 1 раз, не довязываю. Дальше делаю накид, опять провязываю 1 раз и не довязываю. 3 петли на крючке провязываю вместе. Дальше вяжем до конца ряда 29 столбиков с накидом. И в конце ряда у нас должно получиться 30 столбиков. Давайте провяжем до конца ряда столбики с накидом. Итак, провязала я второй ряд. Теперь набираю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и вяжем третий ряд. Вначале провязываю убавку, точно так же делаю накид, в первую петлю провязываю 1 раз, не довязываю, петелька остается на крючке, опять делаю накид, провязываю 1 раз и петелька остается на крючке. 3 петелечки на крючке провязываю вместе. И дальше до конца ряда, в третьем ряду я провязываю 28 столбиков с накидом. В конце ряда у нас должно получиться 29 столбиков. Давайте так провяжем до конца ряда. Дальше 4-й ряд тоже в начале делаем убавку и провязываем 27 столбиков с накидом. В 4-м ряду должно быть 28 столбиков. 5-й ряд в начале убавка, затем 26 столбиков с накидом, в конце 27 получается. 6-й ряд в начале убавка и 25 столбиков с накидом до конца ряда. 26 петель получается в конце. И в 7-м ряду я провязываю одну убавку в начале и 24 столбика до конца ряда. В 7-м ряду у нас должно получиться 25 столбиков. Давайте так провяжем до 7-го ряда. Итак, провязала я 7 рядов. У меня получается в ряду 25 столбиков. 8-й ряд. С 8-го ряда мы начинаем делать убавки в начале и в конце. Разворачиваю я вязание и провязываем в начале убавку
Дальше вяжем 21 столбик с накидом. 2, 3. Остается у нас 2 петли, и в конце мы провязываем убавку. Три петли на крючке провязываем вместе. В 8 ряду у нас получается 23 петли. 9 ряд провязываем в начале и в конце убавку, в середине провязываем 19 столбиков с накидом. В 9 ряду в конце ряда получается 21 петля. 10 ряд тоже в начале и в конце убавка, в середине 17 столбиков, получается 19 петель. И 11 ряд в начале и в конце убавка, в середине 15 столбиков с накидом, в конце получается 17 столбиков. Давайте провяжем так до 11 ряда, делая в начале и в конце убавку. Итак, 11 рядов я провязала. Теперь 12 ряд вяжем так. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю в начале убавку столбиками без накида. Ввожу крючок в петелечку, вывожу рабочую нить, не провязываю. Опять ввожу в следующую петлю крючок, вывожу рабочую нить, не провязываю. 3 петли на крючке провязываю вместе. Следующую провязываем опять убавку. Дальше провязываем 1 полустолбик с накидом. Дальше 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше 1 полустолбик с накидом и 2 убавки столбиками без накида. 1 и 2. Все, ниточку я обрезаю, закрепляю, и клапан наш готов. Теперь давайте будем делать обвязку по всей детали. Итак, начинаю делать обвязку. Обвязку я всегда начинаю с боковой части рюкзачка. Уже беру ниточку, делаю воздушную петельку и в эту же петлю я провязываю столбик без накида. Обвязку мы будем делать по всей детали столбиками без накида. Итак, провязываем по всем стеночкам и затем с переходом на клапан провязываем столбики без накида. Хвостик ввязываем. Все хвостики, которые у нас попадаются, мы будем ввязывать вместе. Давайте с вами так провяжем. Давайте так с вами провяжем до клапана. Столбиками без накида по стеночкам рюкзака. Итак, довязала я столбики без накида. Вот перехожу на клапан. Хвостик у меня еще есть, я его вяжу. Так как мы вязали с вами здесь столбики с накидом, то я в каждый ряд провязываю 2 столбика без накида. В каждый ряд. В каждый ряд. Чтобы не стягивалась деталь. По одной стороне клапана. Вот. Давайте с вами провяжем до угла.
Итак, вот посмотрите, я провязала клапан, дошла до уголочка. И вот в один уголочек и второй уголочек мы будем провязывать в каждый уголочек 3 столбика без накида в одну петлю. И вот я провязываю 1, 2 и сюда же 3 столбика без накида. А теперь перехожу на следующий ряд. Хвостик вяжем вместе, перехожу на следующий ряд, до следующего уголочка, провязывая ряд, переходим до следующего угла. Давайте до уголочка довяжем. Итак, довязала я до угла, и вот в эту петлю я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и сюда же 3. И дальше по второй стороне клапана и до начала, там где мы начинали, провязываем точно так же столбиками без накида. По клапану я иду 2 столбика без накида в каждый ряд. Здесь иду в каждую петлю столбик без накида. Давайте так довяжем до конца, ниточку спрячем и обрежем. Итак, я провязала, сделала обвязочку, уже спрятала ниточку. И вот такой вот у нас получается клапан, уже с обвязочкой совсем. Теперь нам нужно одеть замочек. Замочек состоит у нас из 2 частей. Итак, вот я одеваю замочек. Я отодвигаю сначала вот эти вот зажимчики. Смотрю посерединке, чтобы у меня было посередине зажим. Вот. Теперь вот так вот вставляю, поправляю и вот так вот прижимаю. Теперь вставляю зажимы. Все. И фиксирую. Зафиксировала. Теперь одеваю вторую часть замочка. Смотрю, чтобы было все ровненько. Вот так. Так, ну мне сейчас неудобно будет. Я так понимаю, что мы симметрично смотрим. И я вставляю замочек. Давайте с вами ставим самостоятельно и встретимся. Итак, начинаем вязать белок. Белок выглядит у нас вот так вот. Кругленький он будет у нас. И теперь свяжем второй. Набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в третью петлю от цепочки провязываем 12 столбиков с накидом. В одну петлю, в третью провязываем 12 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь соединительный столбик делаем в первую петлю предыдущего ряда. Вот в первый столбик. Соединительный. Первый ряд готов. Второй ряд. Набираю 2 воздушные петли. 2 воздушные петли не считаются за столбик, поэтому в эту же петлю я провязываю 2 столбика с накидом. В каждую петлю второй ряд 2 столбика с накидом. То есть в каждую петлю прибавку. В
В конце ряда у нас получается 24 столбика. И давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязав до конца ряда, делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Обрезаю ниточку и фиксирую. Все, 2 белочка готовы. Теперь давайте свяжем с вами цвет глаз. Итак, для глаз я приготовила, цвет у меня будет такой темно-голубой, такой джинсовый цвет. У меня немножко было, я взяла такой. Цвет глаз можете брать любой, какой вам захочется. Для зрачка я взяла черный джинс. Взяла и приготовила иголочку для вышивания блика. У меня это просто какая-то ниточка, я взяла белую. Можно мулине взять, можно любую белую ниточку, джинс. И вязать мы будем с вами крючком 2,5. Давайте с вами сначала голубую возьмем и так, и свяжем. Значит, набираем в кольцо амигуруми, делаем 3 воздушные петли. И в кольцо амигуруми провязываем 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Давайте провяжем. Итак, провязав 12 столбиков с накидом, затягиваем колечко. И делаем воздушную петлю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Теперь набираю 2 воздушные петли и в эту же петлю провязываю прибавку 2 столбика с накидом в одну петлю. И второй ряд провязываем все прибавки столбиками с накидом. В каждую петлю 2 столбика с накидом. Давайте так провяжем до конца ряда. В каждую петлю 2 столбика с накидом. Давайте так провяжем. Итак, провязали мы все прибавочки. Теперь соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Делаю соединительный столбик, обрезаю хвостик. И здесь завязываю с изнаночной стороны 2 хвостика, потому что их все равно не будет видно. Поэтому хвостики здесь я обрезаю и оставляю. Все, вот такие вот цвет мы связали. Теперь давайте зрачок. Зрачок у нас черной пряжей. Набираем в кольцо амигуруми 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Давайте так провяжем 12 столбиков. Итак, провязала я 12 столбиков. Теперь стягиваем колечко и делаем воздушную петлю в первую петлю предыдущего ряда. Обрезаю хвостик подлиннее, потому что мы этим хвостиком будем пришивать. И точно так же завязываем хвостик, который у нас в начале образовался. Хвостики можно оставлять, так как тоже мы будем пришивать их. Итак, зрачок готов. Теперь берем нашу иголочку и вышиваем блик, как у кошечки,
Оставляем хвостик беленький. И вот так вот через длинную такую делаем блик, как у кошки. Я делаю так 4 раза. Вот так. Теперь ниточку снимаю, завязываю хвостики изнутри. Обрезаю. Все, блики наши готовы, вышили мы, зрачки тоже. Теперь давайте пришьем глазки все, соберем эти глазки. Итак, пришила я уже один глазик, вот так вот он получается. И теперь давайте пришьем второй. То есть сначала я делаю иголочку и будем пришивать, убираем все хвостики вовнутрь и будем пришивать зрачок близко вот к одной стороне, очень близко к одной стороне цвета нашего. Значит, пришиваем таким образом, чтобы блики были одинаково, смотрели в одну сторону. Вот, сравниваем и теперь пришиваем таким образом. Итак, пришила я зрачок, одинаково пришила, как и первый глазик. Теперь прикладываем, вот так прикладываем 2 белка вместе. И этот глазик мы пришиваем вот очень близко к белочку с этой стороны. А вот этот вот глазик мы пришиваем близко с вот этой стороны. Чтобы, смотрите, они одинаково в одну сторону. Вот этот глазик близко с этой стороны, а этот глазик близко с этой стороны. И когда мы будем пришивать их вместе, они будут как бы вот так смотреть. Все, давайте пришьем второй глазик. Я уже приготовила ниточку, сделала большую, намотала большой узелочек, чтобы он не вылез из-под нашей детали. И вот я беру, вовнутрь ввожу, прячу туда наш узелочек. Вот и начинаю пришивать. Все, давайте пришьем. Итак, вот пришили мы глазки. Глазки, все детали я пришиваю по 2 раза. Поэтому первый раз я вам показываю, второй раз я уже вам не показываю. Тоже вяжу по кругу, точно так же, только 2 раза, ну, как бы второй раз уже вяжу. Вот такие вот глазки у нас получаются. Теперь давайте свяжем мордочку.
Итак, крючком номер 4 я вяжу с плюшевой пряжей. Возвращаемся двоечкой. 2,5 вяжу только цвет глаз и зрачок. Все. Ну еще и веревочку будем с вами вязать еще. Вот, все плюшевые детали я вяжу крючком номер 4. Итак, набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Второй ряд я вяжу 6 прибавок, в каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик тоже вяжем вместе. В первую петлю ставлю маркер, первый столбик. И так вяжу до конца ряда 6 прибавок. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. Провязав 3 прибавки, подтягиваю хвостик и провязываю дальше. 4-я прибавка, 5-я и 6-я. Второй ряд провязали, 12 столбиков получилось. Третий ряд. Хвостик уже можно убрать и провязываем так. 1 столбик без накида, в следующую прибавка. Маркер ставлю в первую петлю и провязываю тогда конца ряда. 1 столбик без накида и прибавка. В конце ряда у нас должно получиться 18 петель. И дальше 4, 5 и 6 ряд мы провязываем без прибавок и убавок, 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, связала я мордочку. Я уже ниточку обрезала и зафиксировала ее. То есть всего из 6 рядов у нас мордочка получается. Таких мордочек нужно 2. Вот такая мордочка получается. Так, теперь давайте с вами носик. Свяжем носик к мордочке. Итак, берем кофейного цвета пряжу, которой мы вязали хвостик, и набираем 2 воздушные петли, 1 и 2. Во вторую петлю провязываю 1 столбик без накида, 1 воздушная петля, разворачиваю вязание и во втором ряду провязываю прибавку, 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 2 прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Получается 4 петельки. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Теперь воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю прибавку в начале. Затем 2 столбика без накида и в конце прибавка. Должно получиться всего 6 петелек. Вот такой. Итак, следующий ряд провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все, провязали мы такой треугольничек. Теперь нам нужно сделать обвязку вот с 2 сторон. И давайте с вами сделаем ее. Набираю воздушную петлю и в каждый ряд провязываю столбик без накида. Вот каждый ряд. В уголочек я провязываю 3 столбика без накида. И по второй стороне я провязываю в каждый ряд
столбик без накида. Вот так. Теперь хвостик обрезаю подлиннее, потому что мы этой ниточкой и будем с вами пришивать. По крайней мере, там, где мордочка. Все, хвостик этот у нас пойдет в наполнитель. Вот такой вот получается у нас носик. Все, давайте теперь свяжем веревочку. Итак, для веревочки я приготовила вот такой цвет. Крючок 2,5. И начинаем вязать. Значит, вязать я буду в этот раз веревочку воздушными петлями. Просто воздушные петли. Оставляю небольшой хвостик для того, чтобы привязать бусинку. Если вы этого делать не будете, то можете не оставлять хвостик большой. Вот, оставили хвостик для того, чтобы укрепить бусинку было удобно. И начинаю провязывать просто нужную длину нам воздушные петли. Обычные воздушные петли. Вот. И давайте свяжем с вами сантиметров 50-70 сантиметров. Давайте провяжем так нужную длину. Итак, провязала я 70 сантиметров веревочки. Значит, обрезаю тоже хвостик подлиннее. И просто вывожу вот так вот петельку. Все, она фиксируется, и все. Значит, все, убираю ниточки. И вот такая вот у меня получается веревочка. Теперь что я делаю? Я беру свои бусинки, по крайней мере одну. Я вам покажу, как я буду делать, потому что на второй же нам надо еще вставить. Нам будет не очень удобно. Вот так. Я вставляю. Узелок делаю самой. Вот. Самой цепочкой. Вот самой цепочкой я сделала узелок. И можно еще один. Ой. Так, не так. Надо, чтобы узелочек был в этой петельке. Вот. Все, обрезаю. Можно клеем немножко приклеить. Попробую. Итак, следующее вяжем ушки с вами. Ушки выглядят двусторонние, с вот такой вот окантовочкой. И давайте свяжем второе. И начнем мы с белой пряжи. Берем нашу четверочку и начинаем с 2 воздушных петель. Набрали 2 воздушные петли, и во вторую петлю мы провязываем 1 столбик без накида. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваем вязание. В эту же петлю я провязываю во втором ряду прибавку. 2 столбика без накида в 1 петлю. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем 2 прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4.
Дальше я делаю воздушную петлю, разворачиваем вязание, 5-й ряд, прибавка в начале, 2 столбика без накида в одну петлю, дальше 2 столбика по цепочке и в конце прибавка. В 5-м ряду у нас должно получиться 6 петель. Теперь воздушная петля, разворачиваю вязание, провязываю прибавку. Дальше 4 столбика без накида по цепочке. И в конце провязываем прибавку. Провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. В 6-м ряду у нас получается 8 петель. 7-й ряд делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и 7-й ряд провязываю без прибавок и убавок 8 столбиков без накида. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание, 8-й ряд, прибавка в начале. Дальше 6 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5 и 6. И в конце прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Вот такое ушко у нас получается. Теперь нужно с вами сделать обвязку с 2 сторон. Вот так. Делаю одну воздушную петлю. В этот же ряд провязываю столбик без накида. И продолжаю вязать в каждый ряд столбик без накида. Центральную петельку мы с вами провязываем 3 столбика без накида. Вот центральная петелька, провязываем 1 столбик без накида, 2 и 3. Дальше по второй стороне хвостик ввязываем деталь и провязываем тоже столбики без накида. И последняя петелечка. Вот так обрезаю хвостик, ниточку обрезаю и фиксирую. Вот такая деталь получается белая. Теперь берем кофейный цвет, вторую часть, и начинаем вязать точно такую же, только кофейного цвета. Давайте с вами провяжем самостоятельно точно такую же кофейное ушко. Итак, вот я провязала ушко, точно такое же. Уже сделала обвязку с 2 сторон, как и в белом ушке. Теперь нам нужно связать их вместе. Значит, я вытягиваю небольшой кусочек петельки. Прикладываю беленькое сверху на ушко. Вот так. Теперь ввожу крючок в первую петельку, ввожу в рабочую петлю кофейного цвета и вывожу ее через белое ушко. Делаю воздушную петлю и сюда же я провязываю столбик без накида. И дальше просто ввязываем вместе ушко в каждую петлю столбик без накида.
так. Вот так вот в каждую петельку. Да что ж такое? И по второй стороне провязываем. Вот так. Хвостики спрячем вовнутрь, чтобы они нам не мешали. И довязываем до уголочка. Вот так. Хвостики все вкладываем сюда вовнутрь, в самый уголочек. Вот. И тут, по-моему, еще. Вот. Я не довязала. Во. Не довязала последнюю петельку. Вот такое ушко у нас получается. Теперь вяжем следующий ряд. Следующий ряд вяжем рачьим шагом. То есть, смотрите, я делаю воздушную петлю. И вот в первую петельку ввожу крючок. Вывожу ниточку и провязываю столбик без накида. Теперь в следующую петельку ввожу, то есть делаю столбики без накида только назад. Вот в каждую петельку я провязываю столбик без накида, но в обратном направлении. Вот в каждую петельку. Тут надо аккуратненько, чтобы они вот в петелечку вставляю крючок, вывожу рабочую нить и провязываю. И так в каждую петельку. Он так и называется рачий шаг, потому что мы с вами вяжем назад. Вот так. Каждый столбик. И вот так полностью возвращаемся обратно. Вот так. И в последнюю петельку столбик без накида. Все. Вот такое ушко получается у нас. Мы его поправляем. Вот такое ушко получается. Теперь обрезаю ниточку и фиксирую. Ой. Фиксирую и вставляю вовнутрь. Вовнутрь набить надо холофайбером. И вот такое вот ушко получается. Теперь давайте будем собирать наш клапан на рюкзачке. Итак, приготовила я уже свой клапан. Теперь смотрите, первое мы пришиваем с вами ушки. Ушки мы с вами пришиваем наискосок. Вот наш клапан. Вот конец нашей ручки, или начало, или конец. Теперь в ушки должны быть, боковые уголочки должны быть сразу возле наших ручек. А конец ушек вот практически мы не захватываем ободок, то есть окантовку обвязку мы с вами не захватываем, а пришиваем вот. И захватываем мы, начало у нас ушек пришивается вот сразу в первом ряду, то есть самый первый ряд клапана.
Вот самый первый ряд клапана или конец 22 ряда и начало нашего клапана. Вот ушки у нас стоят наискосок, захватывая 3 ряда. Начало у нас на первом ряду клапана, а конец 1, 2, 3. Конец у нас на 3-м ряду. И вот так вот наискосок. Вот 3-й ряд, конец 3-го ряда, и это конец наших ушек пришивать. То есть ушки мы захватываем вот так наискосок 3 ряда. Так как пришивать мы будем их 2 раза, как обычно я говорю. И еще один момент. Пришивать я буду все детали обычной швейной иголочкой и обычной ниточкой. Цвет ниточки не имеет значения, потому что мы будем делать маленькими стежочками, и на плюшевой пряже не будет видно с обратной стороны, с изнаночной. Поэтому мы будем пришивать все белой пряжей. Итак, я вам покажу дальше. Я вот буду сначала прихвачу, а потом второй раз буду уже пришивать окончательно. То есть и давайте с вами начнем. Надеюсь, все было понятно. Итак, пришила я ушки. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Вот они у меня уже очень хорошо держатся. С обратной стороны ничего не видно. И теперь давайте пришиваем мордочку. Значит, мордочку нужно тоже немножко набить холофайбером, чтобы держала форму. Вот, и пришиваем вот посерединке нашего замочка. Тоже пришиваем по кругу. Вот, пришиваем по кругу. Вот так вот посерединке замочка пришиваем по кругу каждую мордочку вот так вот по кругу. И затем вот эту вот переносицу мы ее пришьем друг к дружке, чтобы она не разъезжалась. Все, давайте с вами пришьем тоже обычной иголочкой с обычной ниточкой швейной.
Итак, пришила я мордочку, тоже 2 раза пришивала, затем пришила вот эту вот часть между мордочкой. Вот, и вот такая вот мордочка у нас получилась. Теперь носик. Носик пришиваем остреньким вот на серединку. Кладем на серединку. И вот, вот эту вот часть, она ложится прям на мордочку. Вот так прикладываем. И теперь вот эту вот часть можно пришить вот этой ниточкой. Именно там, где у нас идет мордочка. Так как эта ниточка не будет видна, плюшевая. Она будет внутри мордочки, и поэтому она не будет видна. А уже вот эту часть мы уже пришьем обычной иголочкой с обычной ниточкой. Итак, давайте пришьем. Итак, пришила я мордочку. То есть здесь плюшевая я пришила пряжей. Спрятала ниточку в качестве, скажем так, холофайбера. Вот не обрезала, добавила холофайбера и пришила вот эту вот часть обычной иголочкой, обычной ниточкой 2 раза. В одну и во вторую сторону. Теперь пришиваем глазки. Глазки пришиваем. Я ниточку не обрезала, у меня еще остается ниточка, поэтому я буду пришивать дальше глазки. Глазки смотрите, чтобы блики смотрели в одну сторону. И вот так вот между носиком и мордочкой пришиваем 2 глазика. Все, давайте с вами пришьем.
Итак, смотрите, пришила я глазки, мордочку, носик. Все мы пришили с вами. Давайте вот так вот. Вот. Итак, закрыла я наш клапан. Вот так вот выглядит наша мордочка. Теперь, что нам нужно сделать? Значит, я одела на нашу веревочку иголочку с тупым концом. Здесь я уже узелочек, как вы помните, я завязала. Теперь одеваю сначала... Так, надо было... Сначала одеваю бусинку. Затем у нас будет... Так, если смотреть с этой стороны, то одеваем вот. И одеваю, то есть одели сначала бусинку, если вы собираетесь одевать бусинку, и вот эту вот такой зажимчик, если он у вас есть. Если нет, то его можно не одевать, просто завязывать на бантик. Теперь одеваю иголку и будем с вами продевать рюкзачок. Смотрим, чтобы это было посерединке. Вот начало. И за последний ряд, там, где мы вязали с вами, за 22 ряд. И через 4-3 петельки вот так продеваем нашу веревочку. Так. Так, вот под самой ручкой. Так. То есть по последнему ряду идем и продеваем. Так, 4. 3-4, то есть это не имеет значения, так как вы захотите. Вот, через 4. Вот. Теперь снимаем иголочку. Одеваем сначала вот зажим. Вот так зажимчик. И одеваем бусинку. Так, и точно так же делаем узелочек. Итак, одела я уже, поправила этот узелочек, одела бусинки. Вот такая вот у нас получается. У меня просто была такой зажимчик, я брала, поэтому я его одела. Ну, обычно я его не одеваю, потому что он мне по цвету не подходит. Вот, теперь вот такие вот будут висеть
тесемочка, шнурочек с вот такими вот бусинками. Так, теперь давайте пришьем ручки. Значит, убираю, я расправляю полностью рюкзачок. Смотрите, серединка, там, где у нас воздушные петли, я складываю донышко ровненько и стараюсь сделать складку таким образом, чтобы они были ровные. Вот так, чтобы было ровно возле параллельно ножкам. Вот параллельно ножкам делаю вот так вот складочку там, где у нас ножки. Вот так. Поправляю все. Вот наши складочки с одной и с другой стороны. Еще раз поправляем правильно. Смотрим, где наша мордочка будет. И вот в этой части мы пришиваем с вами ручки. Итак, вот я приготовила ручки. Ручки мы будем пришивать вот так. Вот таким образом. Вот как раз заканчивается у нас замочек и начинаются ручки. Давайте вот так замочек закроем. Вот. И начинаются ручки. Вот. Вот так. Пришивать мы будем ровно по перпендикулярно нашим ножкам. Вот так. Так как у нас пряжа совпадает с цветом рюкзачка, поэтому я оставила нитки для пришивания. Если бы ручки не совпадали с цветом, то пришивайте обычной швейной иголкой и швейной ниточкой. Так как у меня совпадает, я буду пришивать плюшевой пряжей. Все. И давайте вот пришьем на рубеже вот этих, на сгибе нашей складочки. Итак, пришила я ручки по бокам складочек. Вот так. И вот так они выглядят. Теперь пришиваем хвостик. Разворачиваем. Значит, хвостик мы пришиваем. Вот складываем вот так вот хвостик. За донышко. Вот донышко. Вот по этому ряду идет донышко. И вот мы ровненько пришиваем вот по самому донышку до лапки. Вот так. Вот так пришиваем до лапки. Вот это мы не трогаем. Колечко, оно снаружи остается. Ну, то есть сверху. Или снизу хвостика. Вот так сначала пришиваем до
ножки. Затем просто вот так вот в ручку. В общем, я буду пришивать, вы будете смотреть и наблюдать, и я буду показывать все.
Итак, пришила я хвостик, пришила я с двух сторон. Вот так вот я хвостик пришила. Хвостик можно пришить ровненько вот по ножкам. Ну, я захотела, чтобы хвостик был, вот он держал в лапке одной. А вот, чтобы было интересней. Теперь давайте с вами пришьем лямочки. Итак, значит, приготовили вот эти вот штучки, зажимчики или регулирующие такие металлические приспособления. Я, в общем, не знаю, как они называются. Но переворачиваем рюкзачок и смотрим, чтобы у нас не перекрутилось. И одеваем вот так лямочку. Одну и вторую. Так. И вторую вот одели. Теперь продеваем первую лямочку в полуколечко. Здесь выдвигаем, и вот эта вот металлическая, что посерединке штучка, мы за нее захватываем, вот сначала продеваем в одну часть, затем отодвигаем, вот отодвигаем и во вторую, то есть захватываем лямкой. Все, вот так захватили. И теперь вот здесь вот надо прошить, пришить вот эту лямочку. Давайте пришьем. Итак, закончили мы вязать нашу кошечку с хвостиком. Вот так она обхватывает ручкой хвостик свой. Вот. Надеюсь, у вас все получилось и вам понравился рюкзачок. Ну а на сегодня все. До новых мастер-классов. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось. Пишите вопросы. Может быть, что-то было непонятно, может быть, какие-то пожелания. Ну а на сегодня все. Я вам говорю пока-пока.